Всем привет! Вы на канале Вектор, с вами Владимир. Сегодня очень холодно, поэтому мы по внешке пробежимся очень быстро. Сегодня на обзоре у нас Kia Optima 4-го поколения, дорестайловая. Классный вариант. Дорестайл мне нравится лично больше, да, чем рестайл. В черном цвете. Правильный цвет, я очень люблю черный цвет. Друзья, смотрите, это лимитированная версия, да, но она больше отличается по салону. Когда переместимся в салон, я вам расскажу, что же это за фишки, что же это за приколы на самом деле, да. По внешке, как я сказал, ну, мне лично внешне автомобиль очень симпатичен, да, дизайнеры отрисовали красиво, дизайнеры Kia не зря едят свой хлеб. Блин, реально. Внешне стильно, смотрите, вот эта крыша, да, линия ушла очень интересно, даже, знаете, в стиль лифтбека, да, то есть категория автомобилей такие, как Audi A7, да, то есть вот там BMW шестерка Gran Turismo, да, вот понимаете, да, то есть такая прям крыша, интересно, как будто открывается со стеклом. Крышка багажника, но нет, здесь крышка багажника открывается отдельно. Симметричная оптика, симметричные туманки, там два задних хода, все классно, все стильно, все интересно, да, черный цвет, ничего лишнего, хрома немного, все классно. Единственный вопрос по выхлопу, но здесь у нас 2-литровый бензиновый двигатель, я сейчас дальше вам об этом расскажу, на 2.4, 2 выхлопа, на двушке турбовый 2 выхлопа, тоже все будет симметрично, все классно. Друзья, вот про Optima вообще в принципе на форумах по этому поводу ничего не пишут, но про Kia Rio X-Line прям написали многие, что булькает выхлопная система. Вот смотрите, зима, сегодня у нас очень морозный день, автомобиль только что с мойки. Здесь он очень сильно булькает. Если микрофон передаст, там прям вода. То есть он просто булькает. Она туда попадает, ну, видимо, от прямого угла, и все. Сейчас автомобиль заведен, мне кажется, просушит выхлоп, и будет все хорошо. Пошлите посмотрим, что здесь под капотом. Друзья, вот оно, сердце данного экземпляра. Самое слабое, наверное, сердце, которое есть в линейке. Да, это 2-литровый двигатель, 150 лошадей. 196 крутящего момента, блин, совсем немного, да, чуть, как всегда, больше, чем лошадиных сил, но это бензиновый двигатель, обычная атмосфера, 4-цилиндровая. С весом автомобиля в тонну 550, в принципе, просто для комфортного передвижения этого двигателя хватает, но для динамики, разгона там с места, либо где-то затяжные быстрые обгоны на трассе, блин, этого мотора уже не хватает. У них есть в линейке, в Россию поставлялись эти двигатели с 2.4 188 лошадей, уже поинтересней. И был экземпляр, их очень мало привезли в Россию, это 2-литровый турбовый двигатель в 245 лошадиных сил, где уже более хорошие показатели, но менее надежные. Я вам об этом расскажу чуть позже. Основные узлы 2,4 литра двигателя идут в паре с 6-ступенчатым автоматом. Классика, все классно, неубиваемо, надежно. Пока здесь сразу воздухозаборник смотрим очень высоко. Седан, легковой автомобиль, не предусмотрен преодолевать бездорожье и речки, но когда в России у нас ливневки не справляются, вот этот воздухозаборник спасет жизнь вот этому двигателю. В данном исполнении, вот в данном соотношении, да, то есть двигатель, вес автомобиля, топливный бак, кстати, здесь 70 литров, очень хороший показатель для седана. Реальный расход топлива вот у этого автомобиля 13 литров в городе. Все заявленные там 10,7, 11 литров, то, что заявляют производители, нет. 13 литров реально этот автомобиль расходует. Вот в морозные дни, да, там как сегодня, долгие прогревы, где-то лишний раз там, ну, автомобиль не глушится, он и больше показывает. Это норма. На трассе, да, до десятки она убирается, но, опять же, ей немного все-таки не хватает динамики. Под капотом все. Пошлите посмотрим, что у нас в багажнике. Так, здесь у нас резиновая кнопка, плюс можно открыть багажник из салона и с ключа, с брелка. Слушай, нормально. Немного он откидывается просто за счет пружины, багажник завален, ну, как и должно быть, да. Смотрите, очень хороший объем, 510 литров.
Для седана это классный объем, но не очень практично в плане, ну, это проблема всех седанов, да, то есть вот очень маленький вот этот проем, да, то есть загрузить какую-то широкую большую коробку сюда проблематично даже в этот большой объем. Вот он, этот оригинальный коврик. Здесь хотя бы закрыли пластиком, да, то есть в сравнении с автомобилями классом ниже, такие там, как, я не знаю, Kia Rio, Hyundai Solaris, типа уже на премиум, но смотрите, вот я немного опускаю, да, то есть они уходят в багажник. Если вы сюда что-то загрузите, вы не сможете закрыть багажник, вам петли не дадут этого сделать. Ручка закрывания есть, электропривода не бывает, с завода они не ставили, обшивка мягкая, ну, в принципе, все необходимое. Друзья, у нас здесь полноразмерное запасное колесо, инструмент, отсутствие шумки по багажнику. Стандартный набор корейца. Предлагаю переместиться на второй ряд сидений, посмотреть, удобно ли, комфортно ли здесь двигаться пассажирам. 2018 год. Классный лючок бензобака. Прям классный. Тяжелая дверь. Ручка, которая не разбалтывается. Просто все серьезно, монолитно. Не очень тяжелая, но тяжелее, чем в бюджетных японцах. Смотрите, места в ногах очень много. Я сейчас сел сам за собой. Реально много места. То есть, ну, коленки, да, ноги нормально, все комфортно. Подушка комфортна. Угол наклона спинки оптимальный. Подлокотник, подстаканники глубокие, удобные. Подлокотник широкий. Знаете, даже здесь прям реально комфортно. Здесь есть воздуховоды, розеточки, кармашки, кожаные кармашки, да, то есть не висячие сетки. Класс. Эти стеклоподъемники электрические с режимом авто. Классно, удобно. Разместился. Реально мне очень удобно, очень комфортно здесь. Крыша, вот внешняя, и здесь я смотрю, да, она скошена и чуть-чуть прижата, да, то есть к багажнику такой скос, кажется, как будто он давит. Но нет, смотрите, у меня есть место над головой с моим ростом, то есть я сижу здесь прям реально комфортно. Классно. Смотрите, еще вот здесь тоже вам покажу. Регулировка подголовника, да, водительского и переднего правого пассажира, да, оно присутствует. Многие бюджетные японцы, поучитесь, пожалуйста. То есть они двигаются, не надо колхозить какими-то подушками. То есть они помимо вверх-вниз, они еще вперед-назад двигаются. Классно, молодцы, корейцы прям продумали. Друзья, смотрите, инженеры, разработчики данного автомобиля, они прям реально заморочились и думали о детях. Первый момент, ремень безопасности находится очень низко по спинке. Плюс здесь есть такой фиксатор, да, чтобы это было не выше спинки. И он не будет, с учетом того, что здесь будет бустер, да, тереть по шее, да, то есть детям проходить прям около горла. Смотрите, какая система крепления Isofix. Они просто как на они на пружинках. Понимаете? То есть не нужно снимать заглушки, куда-то их класть, захламлять, да, чтобы зафиксировать детское удерживающее устройство, да, в системе Isofix. Блин, они красавчики. Блин, реально мне очень этот момент нравится. Это они думали о безопасности детей в первую очередь. Молодцы. Подождите, посмотрим, что за рулем. Смотрите, вот я настроился, да. Здесь у нас комплектация не самая бедная, но и не самая богатая, да, существующая вообще в Optima. Руль регулируется по вылету, угол наклона, диапазоны хорошие. Здесь у нас электрорегулировка. Я настроился под себя, мне удобно, мне комфортно, и пассажиру за мной с моим же ростом примерно будет очень комфортно. Здесь у нас комплектация с памятью, стеклоподъемники все с режимами авто, да, с подсветочкой, зеркала складываются, регулируются, все хорошо.
Здесь что у нас есть интересного? Система стабилизации можно отключить. Ну, можно не отключить, она все равно не работает. Багажник открыть и лючок бензобака. Там у нас предохранители, разъемы для диагностики. Но обычно в Корее ими пользуются очень редко. По эргономике мне удобно, да, то есть подлокотник, смотрите, не регулируется, нажимаю кнопку, нет, не двигается вперед-назад, он длинный. Вот, но если кто-то с более короткими ногами, чуть поближе, может не хватить вот этой подушечки. КПП все стандартно, как и на многих Kia, да. Смотрите, здесь режимы: камера кругового обзора, парктроники, все штатное, автохолд — это удержание на подъемах, подогревы передних сидений, подогрев руля и система Drive Mode, это режимы движения. Все. Дальше у нас КПП, Tiptronic, климат-контроль здесь у нас двухзонный, кнопки, крутилки, все просто, все интуитивно понятно, да, то есть все режимы настроек. Авто, АЦ, кондиционер. Дальше у нас блок музыки, да, то есть, ну, самое главное — это вот быстро прибавить и убавить звук. То есть, ну, все остальное как бы здесь делается на руле, да, вот слева у нас на руле тоже управление музыкой. Звук, треки, там, телефон, справа все кнопки круиз-контроля и бортового компьютера. Все прям просто. Монитор не очень большой, бывает больше. Здесь у нас карта навигации SD вставляется. Климат-контроль, все сюда выводится. Камеры тоже выводятся на этот монитор. Сейчас вам тоже это покажу. По камерам кругового обзора. Вот поставил в режим авто, включаем драйв, включается передняя камера, да. Смотрите, можно левую камеру, там правую включить, да, там круговой обзор. Не 3D обычная. Смотрите, причем даже вот здесь вот очень видно, камера заднего вида хорошего качества, да, а боковые и передние так себе. Вот прям реально, даже вот прям очевидно видно. Смотрите, вам попробую, вот задний перед, вот, но это грязная чуть-чуть, да, у нас тут пятнышко. Она реально качественнее, камера заднего вида, чем остальные три. Смотрите, как и у многих корейцев, мне очень нравятся вот эти площадки. Сюда даже можно телефон положить. Открывается здесь два подстаканника, регулируется больше-меньше. Вот эта штука вытаскивается и переставляется. Закрываем, да. Здесь тоже у нас ниша, прикуриватель, розеточки, USB вход, музыка, AUX, все есть. И сюда же тоже, в принципе, можно положить телефон. Ну, если вот отсюда убрать немного. Класс. И в тот же момент все закрыто. Вот это лакированная часть не очень практично, сильно царапаются на мойках, некачественными тряпками и химией часто портят эти моменты. Про комплектацию. У Optima была комплектация самая максимальная, называлась она GT Line. Ее многие знают, это там с панорамой, там, ну, все максимально электрическое, большие мониторы, там электрорегулировки и все остальное. Смотрите, здесь у нас лимитированная версия с небольшим двигателем, то есть, как я уже сказал, да, 2 литра 150 лошадей, но кожаный салон, память сидений, монитор, камеры кругового обзора, там автохолд, электрический ручник, приятные моменты, да. И смотрите, автомобиль мы заводим ключом, у нас нету кнопки старт-стоп. Блин, как это вообще? У нас реально нету кнопки старт-стоп. То есть в автомобиле нету необходимого. Здесь нету вентиляции сидений. Здесь нету беспроводной зарядки, да, то есть каких-то таких вещей, которые, ну, действительно там бывают в максималках. Здесь оптика так себе, то есть светит, там сзади диодная, конечно, но задний ход галогеновая лампочка обычная, не диоды. То есть, ну, доустановить, конечно, можно, но с завода они этого не делают. Здесь нету бесключевого доступа, да, то есть, ну, то, что действительно необходимо, наверное, когда ты получаешь чуть больше, чем минимум, да, то есть, ну, при наличии реально памяти сидений. То есть я вот был прям удивлен, что здесь в комплектации это есть. Смотрите, в целом по шумоизоляции она здесь слабая, да, как и в любом корейце. Шумка реально, ее не хватает, но за счет того, что вот эти материалы, они более качественные, да, здесь мягкий пластик.
Смотрите, панель, она мягкая, да, здесь есть имитация строчки по пластику, он реально мягкий, тактильно приятно. Кожи нет, кожа только у нас вот на сиденье, да, и вот здесь вот на ручке, вот здесь вот есть кожа. Все приятно, и за счет этого создается эффект присутствия шумоизоляции, потому что в бюджетных японцах там совсем все грустно в плане шумоизоляции, да, то есть здесь просто, видимо, за счет материалов становится это качественной. Музыка здесь так себе, здесь не топовая музыка, она здесь обычная, то есть, ну, просто есть просто звучание. Предлагаю немного прокатиться, посмотреть, как она едет. У нас, конечно, сугробы, снега, разогнаться не получится. Кстати, хотел сказать про систему стабилизации. Вот я сегодня заехал на автомобиле на мойку. И мне нужно было доехать вот до площадки, где мы снимаем, на чистом автомобиле, да, то есть на дороге где-то каша, где-то посыпали песком, где-то реагентами, и я пытался сделать это потихоньку. Она все равно буксует, то есть я пытаюсь разгоняться, где-то на подъемчиках, да, она начинает пробуксовывать и закидывать кузов автомобиля, ну, песком, грязью, да, все, что у нас на дороге. Это говорит только о том, что здесь система стабилизации не работает, как у остальных корейцев и бюджетных японцев, о чем я уже говорил неоднократно. Это реально проблема. Эта система не работает. От того, что здесь просто на панели приборов мигает желтая лампочка, это ничего не значит. Это есть кнопка, есть лампочка. И они назвали это системой стабилизации, и ее продают людям. Не более того, у бюджетных японцев та же самая проблема. Смотрите, по подвеске автомобиль комфортный. Есть моменты, знаете, такой жесткости, вот как будто подвеска пробивает, да, то есть и дает шумы. Она исправна, подвеска, да, то есть все хорошо, как бы на этом автомобиле небольшой пробег, за автомобилем следят, обслуживается у дилеров, насколько я вот знаю. Но она прям вот жестковата, и где-то небольшие переезды она проезжает, вот прям вот, ну прям вот как отрабатывает грубовато, понимаете? В плане надежности, в принципе, ну, свои 100 тысяч там по подвеске она двигается. По коробке вообще, в принципе, проблем, нареканий как бы не видел и не слышал, да? Единственное, что вот в интернете пишут про двигатели. Двухлитровый двигатель у нас страдает масложором. Опять же, мне неизвестны причины. Как бы многие там на форумах пишут, что залегают кольца. Слушайте, вот, ну, на маленьком пробеге, как бы на этих двигателях кольца никогда не залягут. Они могут залечь на большом пробеге, и если у автомобиля только большие простои, да, то есть вы оставили автомобиль на 2-3 месяца, там куда-то уехали, вообще ее не трогали, вообще не пользовались, потом вот эти несколько таких пусков автомобиля, да, возможно, кольца могут залечь, но там и маслосъемные колпачки могут задубеть. По 2.4 есть разговоры, не более того, да, то есть я лично не знаю ни одного факта, хотя у меня, у знакомых, у друзей очень много таких автомобилей, да, и третьего поколения, вот четвертое поколение, есть одна четвертого поколения в рестайле, да, на самом деле двигатели все те же самые ставятся и ничего не меняется, и пробеги у всех разные, здесь там небольшой пробег, а я знаю пробеги по 150 тысяч, да, то есть 150-180 тысяч Оптимы, там нету масложора, там не развалился катализатор, никуда он не улетел и не отправил автомобиль на капиталку. С чего это берется, откуда берется эта информация и пишется на форумах, я не знаю. Я в этом вижу только, знаете, какой момент, что люди купили автомобиль по низу рынка из-под такси, да, на котором уже пробег 300-400 тысяч, и что-то произошло с двигателем. Там, ну, там уже может, при таком пробеге уже может произойти действительно все, что угодно. Давайте немного по конкурентам. Основной конкурент, само собой, да, это один концерн, это Hyundai Sonata. Но техничка у них максимально схожая в плане того, что подвеска, двигатель, коробка. Внешне они отличаются кардинально. Мне не нравится совсем. Вот Hyundai Sonata
ни в каких кузовах, ну, мне не нравилось, да, может быть, одни из самых первых, там, когда были, там, NF сонаты. Вот, на этом все. Основная тройка, наверное, которая конкурирует с этим автомобилем, да, то есть это у нас получается вот Kia Optima, это Mazda 6 и Toyota Camry. Вот среди этих трех автомобилей я бы, наверное, сделал предпочтение, отдал Mazda 6. По цене, по вторичке я сейчас поковырялся, посмотрел, данный экземпляр можно купить примерно за 1 800 000 – 1 900 000. В эти же деньги, плюс-минус 100-200 тысяч рублей, можно посмотреть Mazda 6. Mazda 6 будет интереснее, у нее будет чуть-чуть похуже начинка, чем у этого автомобиля, да, то есть соотношение, но там будет хорошая техничка. Двушка мотор 150 лошадей едет намного интереснее вот этой двушки, 2.5 мотор там Skyactiv у Mazda 6 едет намного лучше, чем здесь 2.4 188 лошадиных сил. И на дороге поведение у Mazda более понятно, она более устойчивая, она более взбитая подвеска. Реально, она, хотя здесь по подвеске тоже небольшой дорожный просвет, да, здесь 155 миллиметров, и полностью независимая подвеска вперед-зад. Mazda настроена интересней. Camry, знаете, она такая неоправданно дорогая, то есть примерно этого же года Toyota будет стоить 2,5 миллиона рублей. Но это уже перебор, потому что по рулю, комфорту на трассе она будет максимально схожа с Optima. Начинка будет хуже, но стоить она будет плюс 700. За что переплачивать, смысла не вижу, никакого там комфорта, шумоизоляции и технологий в том автомобиле нет совсем. Есть еще классные конкуренты, специально сейчас смотрел, это Mercedes E-класса. Если вы все-таки будете рассматривать эти автомобили, рассматриваем только дизель, только на полном приводе. BMW 5, дизель, полный привод. А реальные цены, это они будут немного постарее, примерно 2015 года. Пробег там будет за 100, и ценник там будет примерно 2 400. Вот в этом диапазоне там уже можно будет немного повыбирать. Но это будут автомобили легковые, седаны, с хорошей шумоизоляцией, с хорошим комфортом. То, что как они рулятся, стоят на дороге, здесь вообще сравнивать нету смысла. Да? Система стабилизации в тех автомобилях работает как должна работать. Плюс бонусом вы получаете классный полный привод. Да? То есть это либо Fomatic, либо X-Drive. Есть еще один конкурент, это Volkswagen Passat. Я не буду его рассматривать из-за технической части, да, потому что там постоянно какое-то зло. Там все эти бензиновые двигатели турбовые, часто там коробка робот, нет. Есть еще один конкурент, это Nissan Tiana. Я его тоже не буду сравнивать, потому что он идет исключительно на вариаторе, и я очень хочу найти этот автомобиль, снять и показать вам всю правду про автомобиль Nissan Tiana. Я очень много про него знаю. Еще один отсыл к Китаю, который я не воспринимаю как автомобили, да, но в наших реалиях 2023-2024 года, новые, они заполонили рынок на максимум, да. Среди седанов их не так и много. Чаще всего они идут классом ниже, чем Optima, да, то есть, просто в пример приведу какая-нибудь Amoda S5, да, она будет стоить дороже, чем вот бэушная Optima, но будет намного хуже, классом ниже, небезопасная, но новая, китайская, там турбовая полторашка под капотом на неживучем вариаторе, поэтому я не хочу сравнивать и не буду этого делать. Наверное, сейчас потихонечку вообще при обзорах я отойду от того, чтобы сравнивать с китайскими автомобилями. Просто не хочу, потому что это подделка автомобиля, а не автомобиля. У них нету никакой истории, тупо копируют, тупо слизывают, ничего не тестируют. И в наших реалиях, вот сейчас 24 год, посмотрите, в интернете очень много информации. Было жесткое ДТП, где произошло
на трассе М11, где пострадало порядка 60 автомобилей, и там в китайских автомобилях погибли люди. Очень жалко, поэтому нет. Друзья, всем пока, вы были на канале Вектор, с вами был Владимир. Сегодня на обзоре у нас была Kia Optima, красивая, в черном цвете, достойный вариант. Я вам все рассказал про конкурентов, рассматривайте, делайте правильный выбор. Лучше со вторички корейца, чем нового китайца. Всем пока!